Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить очень классное блюдо, по-настоящему летнее, потому что в нем будет целая куча разных овощей и также полезное мясо. Мясо можно взять любое. Я сегодня беру целую курицу, но также это блюдо очень вкусное с говядиной. Вот у меня такая прекрасная целая курица. Я ее сегодня буду использовать для приготовления вкуснейшего блюда. Попку я уже ей отрезала и сейчас нарезаем на порционные кусочки. Вырезаем сначала хребет. То есть не вырезаем, а разрезаем по хребту. Дальше отрезаем окорочка. Здесь у нас есть суставчик. И все у нас прекрасно с вами отходит. Нужно только прорезать кожицу. Здесь у нас тоже есть сустав. Мы прорезаем, чтобы было видно, где именно он находится. Вот так вот по кругу. Разламываем и дорезаем там, где осталось мясо. Все, у нас готов ножка. И здесь еще можно разрезать пополам, если хотите. Здесь тоже у нас есть сустав. Разламываем его. Вот видно кость. И отрезаем. Крылышки тоже отрезаем по суставу. Вам все будет хорошо видно. Но я думаю, что вы умеете разделывать курицу. И если хотите, то крылышко тоже можно разделить пополам. Куриную грудку разрезаем пополам. И здесь очень много мяса, поэтому тоже будем его разрезать. Я вырежу вот эти вот ребра. И ребра тоже еще пополам разрезаю. Сейчас такие курицы, у них очень мягкие кости, потому что, наверное, они быстро дорастают до этого возраста. И можно без проблем их нарезать, разрезать. Это вам не то, как раньше домашнюю курицу купишь или вырастешь, то там такие кости, что так бы мы точно ничего не разрезали. И само филе тоже нарезаем на кусочки. Где-то на 3-4 кусочка, как вам будет угодно. Берем большую кастрюлю или же казан. Главное, чтобы дно у нас было вот таким вот толстеньким. Не какую-то тонкостенную кастрюлю, а именно такую качественную, хорошую кастрюлю. На дно вы можете выложить сало, или же можно взять куриную кожицу, тоже выложить. И еще немножко совсем я налила сюда растительного масла, чтобы у нас ничего не прилипло. И выкладываю сюда немножко куриной кожи, которая у меня осталась при разделке курицы. Курку хорошо солим. И также перчим. Если хотите, добавьте еще свои любимые приправы для курицы. Все это делаем с обеих сторон, чтобы мясо у нас было хорошо просоленным. Выкладываем мясо внутрь кастрюли. Как я и говорила, вы можете взять абсолютно любое мясо. Просто мне захотелось чего-то легкого, не жирного. И поэтому я выбрала курочку. Ну и куда же без цибульки? У меня 3 большие цибульки общим весом 600 граммов. Нарезаем на четвертинки. Цибулька здесь очень нужна. Вы можете ее, в принципе, произвольно нарезать. Можно даже на кубики, потому что мы будем долго тушить. Соответственно, она у нас растушится и станет частью соуса. Очень вкусного соуса, в котором у нас и будет готовиться мясо. Не пугайтесь, что цибульки много, потому что цибулька всегда очень хорошо дружит с любым мясом. Ее тоже подсаливаю по вкусу. Смотрите, не пересолите. Цибулькой накрываю мясо. Берем помидоры. У меня 5 средних штучек. Вырезаю то место, где крепилась плодоножка. Это где-то 500 граммов помидоров. Но в принципе вы все можете делать на глаз. То есть можно добавить больше помидоров, можно меньше. Все овощи, смотрите, какие у вас сейчас есть. И добавляйте в это блюдо. И поверьте, будет очень вкусно. И при этом невероятно полезно. И мы с вами ничего не жарим. То, что нужно летом, когда не хочется долго стоять у плиты, но при этом хочется насладиться всей пользой этих прекрасных летних витаминных овощей. Тоже немножко соли. И
перец черный молотый. Перекладываем сверху слой помидора. Здесь у меня 2 морковки общим весом 150 граммов. Нарезаю ее на кружочки. Также я беру чесночок, 1 головку, можно и 2 головки. Теперь смотрите, можно просто вот так вот хорошо помыть все зубчики и засунуть зубчиками, как мы делаем в плов, или же целую головку. Можно очистить от кожицы, чтобы чеснок отдал весь свой аромат и тоже стал частью соуса. Очищенный чеснок вот просто так вот раскладываю, или можно его туда поглубже засунуть. Также беру 2 ярких перца, один красный, другой желтый, можно любого цвета, и тоже буду их добавлять в наше блюдо. Это блюдо по мотивам узбекской басмы. Конечно же, я делаю его на домашний манер. Вообще оно готовится на костре и в казане. Там, конечно, получится еще более ароматно, потому что на костре все блюда кажется, что получается более вкусными. Но поверьте, и такой домашний вариант — это то, что нужно для лета, потому что вы особо не напрягаетесь, все за вас делает плита, но при этом посмотрите, какая у нас получается прекрасная картина, сколько у нас овощей и очень полезное блюдо в итоге. Тоже немножко подсаливаю перец и перекладываю его в общую кастрюлю. Так как у нас в этом блюде есть помидоры, и также я буду добавлять картошку, то смотрите, чтобы не было прямого контакта между картошкой и помидорами, потому что кислота, которая содержится в помидорах, будет препятствовать правильному приготовлению картофеля, и он получится слегка стеклянным. Поэтому отделяем помидоры от картофеля другими овощами. В моем случае это морковка и перчик. Картофель где-то 500 граммов нарезаем на порционные кусочки. Картошечку слегка подсаливаем, чтобы при приготовлении все овощи у нас не были пресными. Но тоже, смотрите, не пересолите. Лучше потом досолить, нежели пересолить. И немножко перчиком. Картошку в кастрюлю. Дальше берем 1 баклажан 400 граммов и 1 кабачок 300 граммов. Тоже их нарезаем на порционные кусочки. К баклажану мне нравится добавлять немножко растительного масла. У меня оливковое, так он получается еще вкуснее. И немножко подсаливаем. Немножко перемешаем баклажан, чтобы он весь был в масле. И сверху в кастрюлю. Видите, чем больше кастрюля, тем лучше, больше овощей поместится. Кабачок разрезаю пополам и нарезаю на полукольца. Слегка подсаливаю кабачок и отправляю его к остальным овощам в кастрюлю. Если у вас еще есть место, то добавьте еще сюда капусту. Можно взять где-то 300 граммов капусты, мелко ее нашинковать и выложить сверху. Если хотите, добавляйте абсолютно любую зелень по своему вкусу, она здесь лишней точно не будет. Я хочу добавить потом уже свежую зелень в конце при подаче. А можно добавить и сейчас при приготовлении, и потом при подаче, как вам захочется. Накрываем все крышкой. Если у вас нет крышки, то можете взять миску и сверху на эту миску еще установить груз, чтобы у вас все как бы готовилось под гнетом. Теперь ставим кастрюлю на огонь, на средний огонь, дожидаемся, пока вы услышите легкое такое кипение, то есть уже мясо у нас начнет румяниться, и тогда убавляем огонь до минимума и готовим где-то 2 часа, чтобы у нас все овощи пустили сок и мясо протушилось в этом овощном соке. И посмотрите, что у меня получилось спустя 2 часа. Овощи очень уменьшились в объеме, при этом они дали сколько сока, я даже разговаривать не могу спокойно, потому что посмотрите на эту роскошь, это полезнейшее блюдо, все у нас тушеное, нежное, мягкое, супер полезное. Выкладываем аккуратненько. Продолжаем выкладывать эту красоту. Там уже у нас, смотрите, есть мясо. Вот оно. Сколько мяса. Ой, красота какая.
очень аппетитно. И здесь так много этого вкуснейшего бульона, что вам нужно тоже обязательно приготовить. Уже вот эти ароматы, они сводят с ума. Ой, как красиво! Немножко любой зелени сверху я взяла базилик. Он сюда идеально подходит. Можно, конечно, и петрушку, кинзу, укроп, все что угодно. Наслаждайтесь. Посмотрите, какое мяско. Оно просто отходит все от косточек. Даже куриная грудка, конечно, она не будет супер сочной, потому что она сама по себе не жирная, но посмотрите, оно все расходится на волокна. Картошечка мягенькая, нежная, тающая во рту, как и все остальные овощи. А этот аромат не передать словами. Хочу попробовать бульон с овощами и с мясом, и с зеленью. Это волшебно вкусно, 100% обязательно нужно вам приготовить с любым мясом. Берите говядину, ребрышки, свинину, тоже любое мясо, на кости, без костей. За эти 2 часа оно будет таять во рту и приготовиться в вкуснейшем соке из овощей и мяса. Всем пока, до новых вкусных рецептов!